Робототехника очень интересная наука, и в ней можно сочетать знания из таких областей, как механика, математика, программирование, электротехника и прочих. И я всегда старался собрать что-то новое и показать это вам. Но не у всех есть возможность тратить деньги на закупку комплектующих и разработку электроники. Поэтому сегодня мы разберем то, как создать виртуальную модель робота на примере моего робота с помощью таких инструментов, как RViz, Gazebo и SolidWorks. Сейчас современные робототехнические компании используют моделирование РТС на самых ранних его стадиях. И это правильно. Можно производить отладку модели еще до процесса ее производства. И это экономит и деньги, и время для разработчиков. И пока вы не выключили данное видео, я попрошу вас пройти опрос по вот этой вот ссылочке. Для меня это важно. Посмотрим, что вам больше интересно. Куда двигаться, в какие направления, чем заниматься дальше. А чем заниматься вообще не стоит. Над материалом я работал целую неделю, так что мне есть что вам сказать. Присаживайтесь поудобней, мы начинаем. Саму симуляцию мы будем делать в Gazebo. Это очень мощный и популярный симулятор для робототехники, который работает в ROS. Визуально посмотреть на модель мы можем в RViz. Gazebo и RViz отличаются тем, что RViz это просто визуализация, и физика с окружающим миром там не работает. Но Gazebo делает симуляцию именно с физикой, учитывая гравитацию, массу и инерцию тел. RViz и Gazebo работают с такими форматами, как URDF и Xacro. Вначале давайте взглянем на URDF. У нас есть вот такая кинематическая схема робота. Link 1 – это его тело. Link 2, 3 и 4 – это его сочленения. Это могут быть как подвижные, так и неподвижные части. А определяется это с помощью джойнов. Они описывают способ соединения двух линков. Это может быть как fix, так и continuous и еще много других форматов. При соединении двух объектов один из них называется parent, а другой называется child. Внутри линка нужно прописывать геометрию тела, то есть как оно выглядит, как оно реагирует на столкновение, какой у него момент инерции. В джойнте мы пишем название самого джойнта, пишем тип соединения родительского и дочернего линка. И да, модель можно сделать вручную, но это большой труд. Я вам предлагаю более простое решение. Как вы помните, перед тем как собрать робота, я делал его модель в SolidWorks. Так вот, к Solid есть плагин, позволяющий разрабатывать модели для RViz и Gazebo. Ссылку на скачивание этого модуля я оставлю в описании. Переходим по ссылке на сайт и скачиваем вот этот файл. После загрузки устанавливаем его, и он автоматически выбирает путь, куда установлен Solid. После установки мы запускаем Solid и переходим в инструменты. И выбираем «Добавить». Тут у нас появляется список из плагинов, и мы выбираем нужный нам. Вначале мы выбираем нашу базу, это можно сказать начало координат робота, то есть то, от чего мы в дальнейшем будем отталкиваться. Основание нашего робота. Все наше основание мы выделяем, и оно попадает в Link Components. Это будет наш Base Link, он же Parent, первый родительский линк. Теперь нам нужно выбрать, сколько дочерних линков будет у данного узла. Для начала у меня это 3. Далее мы выбираем уголок, на котором крепится двигатель. Не забывайте ставить название для линков и джойнов, чтобы в дальнейшем было нам проще ориентироваться по ним. У него также указываем количество дочерних линков. У меня это 1. Переходим в новый линк и выбираем двигатель. И у двигателя задаем один дочерний линк. Это будет наша втулка и колесо, то есть наши подвижные части. Теперь делаем все то же самое в новой ветке для другого двигателя и колеса. Остается добавить точку опоры в качестве третьего дочернего линка. Ну а после я решил еще добавить 2 линка для Raspberry и Arduino, чтобы сделать более реалистичную модель робота. Когда мы выбрали все, что хотели бы видеть в нашей модели, мы нажимаем кнопку Preview and Export. Мы попадаем в меню, в котором мы выбираем тип соединения джойнтов и задаем различные параметры. Как раз таки здесь мы выбираем, зафиксированы ли два наших линка между собой, или, скажем, они вращаются, например. Попадая в следующее меню, мы можем посмотреть моменты инерции, массы тел, но чтобы все это у нас работало, в Solid для каждой конкретной детали нужно выбрать материал. Не обязательно супер точно выделять. Solid удобен тем, что у нас есть библиотека готовых компонентов, готовых материалов, и мы просто выбираем материал, и Solid нам уже сам просчитывает массу тела в зависимости от его объема и момент инерции, что очень и очень круто. После этого мы начинаем и экспорт наших файлов в URDF формат. Мы задаем имя новой папки, у меня это будет MyBot, и программа в этой папке создаст все нужные файлы для моделирования.
Теперь сохраним проект на флешку и перенесем его на Ubuntu. Переместим весь проект в папку Catkin Workspace SRC и давайте посмотрим на файлы проекта. Тут у нас есть папка config, папка launch с двумя launch файлами, один для запуска в RViz, другой для Gazebo. Но, честно говоря, Gazebo как-то у меня тут не сработал, поэтому я написал свой файл. В папке meshes у нас находятся объекты для нашего проекта в формате STL. А в папке URDF находится наш самый главный файл, модель нашего робота в URDF формате. Да, кстати, если вы установите вот этот пакет, вы можете увидеть структуру URDF файла в виде графа. Нужно из папки URDF запустить вот эту команду, и она создаст PDF файл. И если мы его откроем, то увидим там вот такую структуру. Думаю, что для восприятия URDF файла она будет полезна, мне это очень понравилось. Теперь откроем консоль и в папке Catkin Workspace выполним команду catkin make, для того, чтобы новый перенесенный пакет у нас собрался. Теперь мы можем запустить визуализацию в RViz через ROS Launcher, но нам нужно будет выбрать Fixed Frame, это Base Link, а дальше только подгрузить модель робота и все. Потом мы можем настроить оси, если они нам, конечно, нужны. Теперь, если мы хотим включить уже полноценную симуляцию в Gazebo, то нам нужно переделать наш URDF файл. Скопируем файл с URDF моделью и переименуем файл с расширением Xacra. Но еще мы внесем в файл дополнительные модули из Gazebo в конец файла перед его закрытием, для того, чтобы мы могли управлять нашей моделью. Теперь в папке Launch создадим файл spawn launch и в нем сделаем вот такое наполнение. Теперь откроем консоль и в одном окне просто запустим Gazebo, в втором окне запустим файл spawn launch, тем самым добавив робота в симуляцию. А если мы запустим ноду teleopk, то мы можем управлять нашим роботом с клавиатуры. Тема симуляции очень большая, и рассказать ее быстро не получится. Но это тоже нужно сделать, по крайней мере рассказать про базовые функции. Все полезные ссылки на статьи и на свой проект я оставлю в описании. Прокачивайте свои скиллы, друзья, и спасибо вам за просмотр. Пока!